Друзья, добрый день. И снова мы на площади Восстания, бывшей Знаменской. Такое ощущение, что, как минимум, географический центр Петербурга именно здесь. Исторически, может быть, и дворцовое, но географически это Восстание. Почему-то отсюда удобнее всего начинать любую прогулку. Тем более и отсюда приезжает поезд из Москвы. Собственно, что у нас сегодня на повестке дня? А на повестке мы пойдем охотиться на сакуру. У нас середина мая. Первая сакура зацвела только лишь в ботаническом саду 30 апреля. Еще сакура есть у Смольного, есть на Крестовском острове, есть в парках на Васильевском острове, и есть на Литейном проспекте. Собственно, ближе всего на Литейный проспект попасть от станции метро Чернышевская, но сейчас она закрыта, поэтому ближайшее метро — это площадь Восстания, поэтому самое простое добраться — это пойти по Невскому проспекту до Литейного, повернуть направо и по Литейному дойти до сада Дружбы, в котором вы уже и найдете сакуру. Но мы простых путей не ищем, мы пойдем дворами и закоулками. Собственно, как вы видите, на выходе из метро бурлит жизнь. Когда-то она здесь замирала, нынешняя площадь была огромным пустырем, и даже Знаменская церковь, на месте которого сейчас вход в станцию метро, не играла, не делала особой-то и погоды. Обыденная малоэтажная застройка, деревянные дома вокруг, но все изменилось после строительства железной дороги и вокзала. Тогда они назывались Николаевскими. Сейчас, собственно, как и сейчас, район оживает, когда строится станция метро, дорожает жилье. И вместе с открытием станции метро, так и 170 лет назад локомотивом роста была железная дорога. Район начал развиваться. Сейчас подставлю картинку. Так выглядел угловой фасад дома на углу улицы Восстания и Невского проспекта. Тогда улица еще Знаменская. Но то, что вы сейчас видите, это, конечно же, новодел. Оригинальное здание было снесено в 2007 году, в 2010 построен новый. И внутри, сделан только фасад. Внутри это торговый центр, который занимает собой несколько зданий, которые и вдоль Невского, и вдоль улицы Восстания. Как вы поняли, начинаем путь до садика Дружбы по улице Восстания. Время такое, начало после работницы. Народ начинает стекаться к метро. Нам навстречу должно быть очень много людей. Тех же, кто работает в районе метро Чернышевской. Все бегут на Восстание. Вот напротив этого торговика. Торговик называется Невский центр. С адресом улица Восстания 3-5, то бишь занимает аж два дома.
Такой величественный памятник неоклассицизма 1914 года постройки. Бывший доходный дом Тура, владельца знаменитой мебельной фабрики. В советское время дом был переведен в жилой фонд. Судя по карте, расстояние, которое мы должны сейчас пройти, это 2,5 километра. И времени должно у нас уйти при лучшем, хорошем раскладе около получаса. Вот такие у нас тут забавные школоло. Следующим объектом на нашем пути будет Павловский женский институт для сирот. Для сирот девочек, сирот военных. Был учрежден еще при императоре Павле. Начинали просто с девочек-сирот военных, а потом уже немножко планку подняли, и только дворянские дети могли, девушки, здесь обучаться. В советское время был детский дом, садик. Ну а сейчас гимназия. Сейчас хочу войти, показать вам обратную сторону. Есть кое-что интересное. В сквере перед входом там установлен памятник Анне Ахматовой, но сама Анна Ахматова никакого отношения к этому месту не имеет. Что тут? Забор закрыт, что ли? Нет. Почему-то ворота закрыты, а нам надо преодолеть. Вот с обратной стороны изначально здесь располагался огромный сад. Сад регулярного исполнения. То есть все, наверное, да, знают, есть регулярные, есть нерегулярные сады. Регулярные — это уже по французской
на французский манер, когда все симметрично, закутки, завитки. Вот. И нерегулярные сады — это в английском стиле, где имитация дикой природы. Вот здесь от стен сейчас гимназии и вообще чуть ли не до самой Фонтанки при, по-моему, Елизавете был разбит итальянский сад. Сейчас вот сами видите, что от него осталось. Но когда-то здесь был и фонтан, и бассейн для воспитанниц этого, ну, скажем, прямо детского дома. Чего я прошел мимо? Хотел показать и забыл. Собственно, здесь на трансформаторной будке такой мурал, да, называется, если правильно, с Виктором Цоем, который вроде как вандалили, восстанавливали, снова вандалили. Ну и вот он наполовину восстановленный. Ладно, возвращаемся на улицу Восстания. Будем ходить зигзагами до самого садика. Пройдем и Жуковского, и Маяковского. Всех. Есть на улице Восстания, вот сейчас видите, современные постройки за счет, скажем так, равной этажности. Глаз не режет, из общего фона не выбивается. Но, конечно же, вот это обилие стекла абсолютно не свойственное окружающей местности. Ну что поделать. Немножко промахнулись. Там на углу хотел показать дом под номером 13. Может, отсюда будет видно. Такая не самая выразительная эклектика, но дома с башенками — это что-то прекрасное. Или... Нет, не будем. Там на переулок Ульяны Громовой можно было бы привернуть. Ну ладно, уже ни шагу назад. Очень жалко, что вот этот дом у нас в лесах. Это у нас дом Бадаева. Ну, он как бы из двух частей состоит. Вот это вот все, что в лесах, и там угловая. Сейчас с этой сначала разберемся. Такой один из самых роскошных шедевров модерна в Петербурге. Авторы проекта братья Косяковы.
получили за него серебряную медаль на городском конкурсе фасадов 1907 года. На фризе под крышей и эркерах в центральной части фасада майолика с розами. Я попросила поправить. Фотографию туда поставлю, как оно вживе. Но не менее интересна и вот угловая часть этого дома, которая выходит на улицу Жуковского. Написано логичное наличие. Здесь интересен барельеф на самом верху. В народе этот дом прозвали домом печального ангела. Но в реальности ангел — это просто богиня утренней зари, Аврора. Все просто. Так, давайте, раз уж мы здесь, перейдем на ту сторону. Я вам сейчас хочу показать контраст модернов . Улица Жуковского. Вот дом Бадаева в Лесах — это стиль модерн. И вот у нас впереди там, не знаю, такой желтовато-оранжеватый с темным низом дом. Вот этот дом — дом Хабловской 1909 года. Тоже модерн, но уже более узкая. Это северный модерн. Суровая отделка первых этажей, минимум декора. Минимум декора. Таких домов мы много видели, когда ходили по пескам, когда были в Семенцах, тем более. Все эти прогулки уже есть на канале. Ссылочки в описании добавлю. Возвращаемся на Восстание. Дойдем до Солдатского переулка. Это будет как раз следующий перекресточек. Вот, смотрите, сочетание советчины угловой. Слева и справа такой классические фасады, ну и такая стройка советская. Так, движемся. В Петербурге приятно все зеленеет. Наконец-то.
Солдатский переулок. Такой коротенький. И у него на углу вот наш герой. Доходный дом княгини Яшвиль. Башенки со всех сторон. Глазурь. Яркий цвет фасада. Ну и рядом... Так. И рядышком с ним по соседству дом Граббе 1914 года. Как мы видим, вроде как бы модерн, но более неоклассицизм. Ну а отделка вот у этого эркера правого, да и у левого, вот эти барельефы. Такой былой романтизм навеивает. Хорошо. Возвращаемся на улицу Восстания. Мы так и будем немножко отступления делать от маршрута. Я говорю, да. Нас ждет очередной герой. Дом Муякки. Штабс-капитан, акционер Верхнеамурской золотопромышленной компании Сергей Муякки заказал проект одному из ведущих архитекторов той эпохи, Александру Хренову. Дом номер 18. Архитектор Хренов нам еще знаком с прогулки по Суворовскому проспекту, там, где мы шли по улице Таврической. И вот по Таврической улице практически все дома были спроектированы и построены Хреновым. Как что пишут, что разные слухи ходили о его предназначении. Как бы то ни было, по факту это классический доходный дом. В 1906 году здесь открыли высшие женские архитектурные курсы. В советское время коммунальное жилье и детский сад внизу. Сейчас в нем бизнес-центр. Очень, конечно, поражает сохранность декора данного дома. Сохранились витражи на парадных лестницах. Отреставрировали и восстановили лифт, лестницу-ротонду. Лифт такой, прям, не знаю, сейчас вставлю картинку. Ну а дом от 1902-1903 годов. Построен по чертежам и указанию архитектора Хренова. Знаменская улица и Ковенского 18 и 17. То есть Знаменская — это бывшее Знаменское, теперь Восстание, и Ковенский переулок, о котором мы сейчас пойдем, чтобы посмотреть на фасад, во-первых, со стороны Ковенского переулка. По-моему, они вводят экскурсии, и можно попасть внутрь и посмотреть на этот примечательный лифт. Но тут уж попробуйте сами. На Ковенском переулке вас встречает, как есть, сама королева Англии. С балкончика.
Ну а в этот дворик мы сейчас заглянем. Хочу вам показать, насколько контрастен и, может быть, непредсказуем Петербург и его дворы. Так, здесь у нас Бах встречает. Прошли одну арку, ныряем в следующую. Так, поставили ворота, но благо не открыты сейчас. Вот в одном из двориков есть такое пространство с едальнями, пиццерией, чудо-двориком, в котором летом очень приятно посидеть в окружении листвы. Здесь уже тоже цветет что-то похожее на вишню. Ну и какой-то очередной ресторанчик. Вот задумались ли бы вы, что такое место есть, просто идя по улице Восстания? А таких секретов немало. Не назвать-то и место секретным сильно, но их расположение таких мест иногда удивляет. Ну а в Ковенском переулке главной доминантой это католический храм Матери Божией Лурдской. Сейчас она у нас будет по левую руку, там уже башенку видно. Возвели по инициативе общины французских католиков в 1909 году. Проект Леонтия Бенуа. Здесь же, кстати, самого Леонтия Николаевича отпевали в 1928 году. Ну и, наверное, единственная действующая католическая церковь в Ленинграде. Строгость и простота во всем. Видишь, тут кирпичи. Да. Сейчас убежим в тень, чтобы нас этот непонятный объект в небе не слепил. Идем сюда. Да, Мирось. Интересно, тут, скорее всего, садик во дворе. Ну а мы подошли к улице Маяковского. Ну и было бы примечательнее, если бы у нас... О.
под звуки колоколов рассказываю. Дом, в котором жил поэт Даниил Хармс. В 2015 году уличными художниками на этом угловом фасаде был сделан мурал с портретом Хармса. Но вот в недавнем времени петербургские власти решили, что негоже рисовать на домах. Все это дело, красоту закрасили. Вот вставлю фотографию, как это было. Ну и теперь просто в темное время осуществляют световую проекцию. А за спиной и далее по улице Маяковского, как раз у нас по правую руку, дом номер 15. С середины 19 века участок на этом доме принадлежал учреждению по коннозаводству. В их ведении состояли конские заводы и аукционы. Здесь находилось главное управление государственного коннозавода. Во дворе дома был построен манеж для аукционов, конюшни и служебные флигели. Ну а после революции в 1920 году была Ленинградская государственная конюшня. Сейчас в манеже и флигеле находится театр балета имени Леонида Якобсона. В здании есть опознавательные знаки, указывающие на их принадлежность. В простенке над дворовыми арками расположены два барельефа работы скульптора Обера. Ну а через дорогу в 1930-х годах построили школу. Примечательно это вот эти розетки с барельефами учеников, школьников. Написано сверху между 3-м и 4-м этажем: учиться, учиться и учиться, как завещал тот самый В.И. Ну, а на углу улицы Маяковской и Некрасова расположен памятник-бюст Маяковскому. Сейчас мы к нему подойдем. Перед нами дом 1905 года, о чем свидетельствует барельеф между 3-м и 4-м этажом. Сам Маяковский, поэт Маяковский, жил здесь недалеко по адресу Маяковского, 52. Снимал комнату, познакомился сначала с одной девушкой, та познакомила со своей сестрой,
сестра была Лиля Брик. Ну и Маяковский переехал на улицу Жуковского к Лиле Брик и ее мужу Осипу. И жили они троем счастливо, но недолго. Что-то у нас солнце куда-то пропадает. Ну да ладно. Но движемся к переходу через улицу Некрасова. Видим это серое здание. Дом когда-то построило страховое общество «Россия». Это то страховое общество, которое страховало жителей вообще от всего подряд, в том числе и от разбития стекол и зеркал. Ну и, кстати говоря, что после революции, конечно же, все квартиры были переделаны под коммунальные, ну и одну из комнат снимал Утесов, о чем свидетельствует памятная табличка. Причем в этом доме с 1928 по 1937 год жил выдающийся артист эстрады Леонид Осипович Утесов. Но жил он, когда еще работал в мюзикл-холле и не был известен. Улица Некрасова потихоньку становится альтернативой улицы Рубинштейна. То есть все бары и питейные заведения потихоньку не то чтобы переезжают сюда, но принимают на себя эстафету. Должен сказать, что уже вот от улицы Некрасова и до Чернышевской начинается квартал, целый квартал, скажем так, Преображенской слободы. Здесь он, конечно, заканчивается в этом месте, но все улицы, по которым мы сейчас будем идти, практически все, вот мы сейчас на Басковом переулке, все улицы это раньше имели имена, названия, отношения именно к Преображенскому полку или каким-то военным топонимам. Там артиллерийская еще осталась, саперная. Ну и вот все названия были полковыми. Вот сейчас беленькое здание, это у нас новодел. На этом месте раньше был или плац, или... Короче, поле было, на котором тренировались военные. Но мы туда не пойдем. Вернемся на Маяковского и пройдем чуть-чуть до следующей улочки. Дом достаточно старенький, 1800, по-моему, 34 года изначально был. Но в 1903 году по заказу потомственного почетного гражданина Назарова, который был председателем Петербургского общества взаимного кредита, был построен новый дом. Слава богу, его сейчас отреставрировали, и он красивенький стал. Еще, наверное, лет 5 назад замызганный был, честно вам скажу.
забавных названий. Так, наверное, я немножко понаглею. Не пойду по этому коридору. Ничего там не видно будет. Пройдемся по дороге. Дом номер 29. Особняк Кокушкина. Был построен в 1874 году по проекту архитектора Миллера. Дом оставался жилым до 70-х годов 20 века. Ну а после было передано какому-то учреждению. Ой, тут тарахтелка и вонялка. Кокушкин. Что поделать? Сейчас от Маяковского 31, доходный дом князя Массальского. А вот тут сам. Так, дальше прямо, если пойдем, выйдем до улицы Рылеева. Налево Артиллерийская улица. Нам туда. Можем шмыгнуть тут, наверное, дворами, но делать этого не будем. Я не уверен, что там выйдем куда следует. Так, наверное, даже сразу перейдем Артиллерийскую. На пути нам сейчас встретится прям советский брутализм. Да, было такое веяние в архитектуре 70-х, 80-х годов. Началось-то в 70-х, закончилось в 80-х. Изначально в 1930-33 годах здесь на пустыре был построен жилой дом комсостава Красной Армии. Изначально жилой дом. Вот он вот от сих как начинается и до конца улицы. С такой брутально гигантской центральной частью. Центральная часть была переделана, достроена уже в 80-х годах. И из этого здания была сделана гостиница. Гостиница «Русь», по-моему. Стиль необрутализм. Поговаривают, что хотят эту центральную часть переделать. Даже есть утвержденный проект. Больше стекла, больше металла. Вот видим большие окошки и маленькая. Там спальня и гостиная, спальня и гостиная.
были спроектированы. Ну да, слушайте, как бы так до сих пор отель, гостиница «Русь» и называется. А правда, уже 4 звезды. Изначально, по-моему, было 3 только. Дорогие друзья, потерпите еще чуть-чуть, мы уже почти на финишной прямой. Точнее, мы на финишной прямой и почти добрались до нашей цели. Сейчас выходим на улицу Короленко. У нас впереди очередное современное творение, как по мне, в принципе, органично вписанное в историческую застройку. Такой вот бизнес-центр. Конечно, с элементами современного дизайна, но тем не менее все внешне это историческая обертка, а внутри все новое. Поворачиваем на Короленко направо. Ну и слева мы уже видим, и как, может быть, кто-то и догадался, доходный дом Мурузи. Любители литературы, как минимум, если не знать, но слышать, должны о нем. Здесь было и литературное общество, и в одной из квартир жил поэт Иосиф Бродский до своей вынужденной эмиграции из Советского Союза. Но мы попадаем на площадь перед Спасо-Преображенским собором. Собор всея гвардии, всех полков. Но, как по мне, здесь более примечательна ограда вокруг собора. Сделана она из трофейных пушек, турецких трофейных пушек после одной из очередных русско-турецких войн, как символ, ну, и победы, и побежденных, и что эти пушки, они обращены дулами вниз, то есть никогда не будут более стрелять. А мы оказываемся на переулке Пестеля. Это один из, наверное, единственных переулков в Петербурге, который начинается с собором и заканчивается с собором. Так, как нам тут поступить? Перейдем, наверное, здесь, чтобы лучше разглядеть. Еще раз окинуть взглядом дом Мурузи. Вот дом Мурузи, и на одном из балконов выходил сам Бродский. Наверное, давайте я фотографию вставлю. Ну а мы уже на Литейном.
Хочу отдельное видео снять, прогулку по Литейному проспекту. Достаточно интересная и много, в принципе, объектов, про которые можно рассказать и показать. Самое главное — показать. Рассказчик-то из меня так себе. Будем честны. С Литейного направо. И вот там уже наша цель. По правую руку из кирпичиков здание Дома офицеров, построенное еще при Николае II. На его, ну как на его, на казенные средства. Денег не жалели. В стиле неорусском. Наконец 19 века, перед модерном, было модненько. Так, вот музей, видите? Музей истории войск и Ордена Красной Звезды Дом офицеров Ленинградского военного округа. Окей. Афиша. А нам надо перейти, что мы с успехом сейчас и делаем. Вот мы подходим к садику Дружбы. Ну, сад Дружбы. Но на сад-то, как бы, честно, так себе тянет. Садик. Подарен китайской стороной. Сейчас я тут табличку где-то найду, прочитаю. Короче, китайцы все привезли, все сами сделали. Посадили сосны, вишни, яблони. Выложили камешки, левов своих с камнем, который не достать. Такую пагоду, да, правильно же, пагода называется. Но это не основная. Вишенка. Вишенка на торте впереди. Вот, конечно, не обходится без драссов автолюбителей определенной ориентации. Дракончики. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Резные, наверное, лотусы. Ну и вот-вот у нас уже прям мы в самом начале цветения сакуры в саду Дружбы. Вот они только-только открываются, бутончики. Вот здесь белая сакура, а здесь розовая. Но что-то она в этом году, по-моему, все. Не то чтобы все, но она померзла. Были аномальные, скажем так, холода в начале мая. И что-то она не потянула. Прям вот здесь парочка цветочков, а уже все листья повылезали. Ну а здесь, наверное, просто вишня. Вот слева вот это вот шикарнейшее широченное дерево, это та самая сакура, сорт вишни, которая не дает плоды. Но ладно, это яблоньки. Я сюда сейчас вставлю фотографию. Хопа.
как она цвела, как я попал сюда в 19 году. Это был, по-моему, 4 мая. Не было ни единого листочка, вся была в цветах. Но вы знаете теперь, как добираться до сада дружбы, до Сакуры. Отсюда, в принципе, можно сесть на троллейбус и доехать до Смольного также. В Смольном, в саду у Смольного собора есть Сакура. Печально. Вау-эффекта не получилось. Все претензии не ко мне. Все к природе. Но главное, что мы прошли этот путь от Восстания до сада дружбы. Здесь рукой подать до набережной. Литейный мост. С той стороны Финляндский вокзал. Остановка 3-го из 6 трамваев. Кто смотрел предыдущие видео, знает, о чем я говорю. Поэтому спасибо, что были со мной, гуляли и продолжаете, и остаетесь. Так что лайк, подписка. Вы знаете, что делать. Всем пока.